Добрый день, уважаемые студенты! Тему сегодняшней лекции можно разбить условно на 3 раздела. Предмет общей медицинской электроники. Здесь мы рассмотрим такие понятия, как электроника, медицинская электроника, современные тенденции. Следующий раздел – способы обеспечения безопасности при работе с электромедаппаратурой. Здесь, конечно, ключевое слово «безопасность». Также рассмотрим действие электрического тока на организм человека, защита от поражения электрическим током. И третий раздел – надежность медицинского оборудования. Здесь рассмотрим количественную оценку надежности медицинской аппаратуры. Понятие электроники достаточно широко распространено в настоящее время. Электроника основана прежде всего на достижениях физики, так как и является технической наукой. В результате достижений в области исследования электромагнитных явлений получили развитие отрасли техники как электро- и радиотехника. И постепенно многие разделы радиотехники стали именоваться электроникой. Сам термин электроника достаточно условный. Это область науки и техники, в которой рассматриваются работа и применение электровакуумных, ионных и полупроводниковых приборов. Или это передача, прием, обработка и хранение информации с помощью электрических зарядов. В широком смысле слова электронику можно подразделить на некоторые группы по области, например, применения или по классу используемых устройств. И таким образом в целом электроника является прикладной отраслью знаний. Всю электронику подразделяют на 3 области. Вакуумная электроника. Она охватывает вопросы создания и применения электровакуумных приборов. Электронно-лучевые трубки, например. Твердотельная электроника охватывает вопросы создания и применения полупроводниковых приборов и создаваемые на их основе интегральные схемы. Квантовая электроника – это специфический раздел электроники, имеющий отношение к лазерам. Одно из распространенных применений электронных устройств связано с диагностикой и лечением заболеваний. Поэтому вводим понятие медицинской электроники. Это раздел электроники, где рассматриваются особенности применения электронных систем для решения медико-биологических задач, а также устройства соответствующей медицинской аппаратуры. В современной медицине электроника заменила оборудование медицинского назначения, ранее не являющееся электронным. Это, например, измерение пульса, артериального давления, измерение температуры, анализ крови. Выделяют следующие основные группы электронных приборов и аппаратов, которые используются для медико-биологических целей. Первое – это устройство для получения съема, передачи и регистрации медико-биологической информации. Это информация о процессах, которые происходят в организме человека, тканях, органах, системах органов. Информация о состоянии окружающей среды, то есть санитарно-гигиеническое, например, назначение. Сюда относится также большая часть диагностической аппаратуры. Для многих из них характерно наличие усилителя электрического сигнала, в который преобразуется измеряемая физическая величина, например, температура, и другие также показатели. Сюда также можем отнести и электромедицинскую аппаратуру для лабораторных исследований. Второе – это устройства, обеспечивающие дозированное воздействие на организм различными физическими факторами с целью лечения, с лечебной целью, кардиостимулятор, аппараты для электрохирургии. То есть в основе большинства устройств этого класса лежит генератор электрических колебаний. То есть электрические колебания преобразуются в неэлектрические физические факторы, которыми осуществляется лечение. И
кибернетические электронные устройства. Это компьютеры для переработки, хранения, анализа медико-биологической информации, устройства для управления процессами жизнедеятельности. В целом, применение электронных медицинских приборов повышает эффективность диагностики и лечения и увеличивает производительность труда медицинского персонала. Для получения информации о параметрах медико-биологической системы необходимо иметь целостную совокупность устройств. Это может быть средство измерения, устройство отображения, регистрирующий прибор. Но мы остановимся подробно на устройствах съема. Устройство съема информации – это непосредственно контактирующие с самой системой устройства. И к ним относятся электроды и датчики. Электроды – это проводники специальной формы, соединяющие измерительную цепь с биологической системой. При диагностике они могут использоваться не только для съема электрического сигнала, но и для подведения внешнего электромагнитного воздействия к пациенту. Они должны фиксироваться, сниматься, быть прочными, не раздражать биологическую ткань. Многие медико-биологические характеристики, такие как давление, температура, нельзя непосредственно снять электродами, так как они не отражаются биологическим сигналом. И тогда используются датчики. Датчики – это устройства, преобразующие измеряемую величину в сигнал, удобный для передачи и дальнейшей обработки. В настоящее время в медицине рассматриваются преимущественно датчики, которые преобразуют измеряемую неэлектрическую величину или неэлектрическую характеристику, такую как, например, температура, пульс, давление, при измерении преобразовывают ее в электрический сигнал. Информацию, предоставленную электрическим сигналом, удобно регистрировать, передавать на расстояние, также подвергать обработке и результату. В соответствии с характером преобразуемых величин датчики подразделяются на механические, пьезо, звуковые, микрофон, температурные, термопара, оптические, фотоэлементы. Датчики, в которых энергия выходного сигнала преобразуется при помощи чувствительного элемента, например, фото- и пьезоэлемента, в напряжение или ток, называются генераторными или энергетическими. К ним относятся пьезоэлектрические, термоэлектрические, индукционные и фотоэлектрические датчики. Параметрические, или их еще называют пассивные, это датчики, в которых энергия входного сигнала используется только для измерения параметров самого сигнала датчика. К ним относятся датчики сопротивления, индуктивности, индуктивные датчики или емкостные датчики. Электронная медицинская аппаратура вытеснила из процесса диагностики и лечения другие виды оборудования. В основе всех современных электронных медицинских устройств лежит микрокомпьютерный блок, управляющий всеми режимами работы. Также, посмотрите, к современным тенденциям относится значительное уменьшение размеров создания носимой электроники. То есть здесь мы можем ее проклассифицировать по размеру. Она бывает стационарная электроника, то есть когда пациент перемещается к стационарно закрепленному оборудованию. Дальше. Также переносная электроника, то есть это оборудование переносится врачом или техником к пациенту. И носимая электроника – это, возможно, длительное ношение пациентом при минимальном дискомфорте оборудования. Ну и также повсеместное использование коммуникационных технологий для обмена информацией. Следующий раздел наш называется «Безопасность при работе с электронной медицинской аппаратурой».
одним из важнейших вопросов, связанных с использованием электронной медицинской аппаратуры, является ее безопасность как для пациентов, так и для медицинского персонала. Как я в начале лекции сказала, что самое главное, ключевое слово здесь безопасность. И как для пациентов, так и для медицинского персонала. По сравнению со здоровым человеком, пациент порой оказывается в особо электроопасных условиях по ряду причин. Такие причины вы видите: ослабленность организма, отсутствие сознания, да? Или вот наличие электродов на теле. То есть наличие электродов на теле пациента, которого намеренно подвергают действию тока, его непосредственно включает в цепь постоянного тока, либо низкочастотного, либо высокочастотного тока. И, конечно, медицинский персонал, который работает с медицинской электронной аппаратурой, также находится в условиях риска поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека. Человеческий организм, оказавшийся, под действием электрического тока, не может рассматриваться только как физическое тело. Ответная реакция человека на действие электрического тока очень сложная и разнообразная. И давайте вспомним, что такое электрический ток. Электрический ток – это направленное движение электронов под действием разности потенциалов в замкнутой цепи. И поступив через место входа в человеческий организм, оно оказывает раздражающее действие по всему пути прохождения тока, а не только в местах его входа и выхода. В этом заключается особенность действия тока по сравнению с другими раздражителями, механическими, тепловыми, которые вызывают только местное раздражение на выходе. Биологическое действие тока – это сложный процесс с точки зрения как большого количества тканей и органов, которые могут вовлекаться в него, так и глубины первичных механизмов изменений в живых структурах на клеточном и молекулярном уровнях. Действие электрического тока на организм человека зависит от большого количества различных факторов. Основные из них являются такие, как величины напряжения и силы тока. Дальше продолжительность действия тока. То есть при кратковременном воздействии 0,1 секунды, от 0,1 секунды до 0,5 секунд ток порядка 100 мА не вызывает фибрилляции сердца. Извините. Если увеличить длительность воздействия до 1 секунды, то этот же ток может привести к смертельному исходу. Также действие электрического тока, одним из факторов действия электрического тока является пути прохождения тока через тело человека. Пути замыкания тока, можем сказать. При прикосновении человека к токоведущим частям пути тока могут быть различные. Всего существует 18 вариантов путей замыкания тока через человека. Основные из них это, например, голова, ноги, рука, правая рука, ноги, левая рука, ноги. Особо опасными являются... Почему они являются особо опасными? Например, особенно опасные случаи поражения, при которых ток проходит через сердце и легкие, да? То есть это рука от руки к руке, от руки к ноге. Следующее – это род и частота электрического тока. Тут можем поговорить о постоянном и переменном токе, да, виды, род электрического тока. Переменный ток, его характеристики – это напряжение 220 вольт и частота тока – это 50 Гц.
Индивидуальные свойства человека. Ну, это, конечно, пол, возраст, состояние человека. Еще это условия внешней среды. Ну, к условиям внешней среды относятся влажность, температура воздуха, наличие заземленных металлических конструкций и полов, токопроводящие пыли оказывают дополнительное влияние на условия безопасности. Ну и также сопротивление тела человека. Сопротивление тела человека между двумя электродами складывается из сопротивления внутренних тканей и органов и сопротивления кожи человека. Сопротивление тела человека в течение дня меняется, конечно. На сопротивление тела оказывает влияние площадь контактов, а также место касания, так как у одного и того же человека сопротивление кожи не одинаково на разных участках тела. Наименьшим сопротивлением обладает, например, кожа лица, шеи, подмышечных впадин, слизистой. Кожа ладони и подошв имеет сопротивление во много раз превышающее сопротивление кожи других участков тела. Сопротивление внутренних частей организма равно 1 килоому для пути ладонь-ступня и слабо зависит от общего сопротивления человека. Сопротивление кожи при прохождении тока от ее поверхности к внутренним тканям в десятки раз больше, чем сопротивление внутренних частей организма. Поэтому для постоянного и низкочастотного тока 50-60 Гц сопротивление кожи при точечном контакте является определяющим фактором, который ограничивает ток. При высоких частотах более существенным фактором является внутреннее сопротивление тела. Значит, следовательно, в большинстве ситуаций ток, протекающий через тело, в основном зависит от состояния тела в точке контакта. Сухая кожа имеет высокое сопротивление, а влажная или мокрая кожа будет обладать, конечно, низким сопротивлением, так как ионы, находящиеся во влаге, обеспечат прохождение тока в тело. При сухой коже сопротивление между крайними точками тела, это ладонь, ступня, может быть равной 10 в 5 Ом, а при влажной коже может составлять 1% от этого значения. Полное сопротивление тела между потными руками принимают равным где-то 1500 Ом. Сопротивление кожи существенно зависит от внутренних и внешних причин. Потливость, влажность, да, как мы уже об этом говорили, или наличие какого-то повреждения на коже. И кроме того, на разных участках тела кожа имеет разную толщину и, следовательно, разное сопротивление. Поэтому, учитывая изменчивость сопротивления кожи, ее вообще при расчетах не учитывают, принимая сопротивление кожи равное нулю. Ток, протекающий через тело, рассчитывается по формуле. Сила тока равна отношению напряжения к сопротивлению внутренних частей организма. Повторюсь, что сопротивление тела человека зависит от пола, возраста людей и от их состояния. При этом на организм пациента действие оказывает именно величина действующего тока, то есть электрический заряд, протекающий через биологический объект в единицу времени. Величина тока – это основной параметр, который определяет степень поражения организма человека. И минимальная величина тока, раздражающее действие которого ощущает человек, называется порогом ощутимого тока. То есть, когда человек чувствует пощипывание или покалывание.
Так при сжатии руками электродов ощущение тока, то есть покалывание кожи с частотой 50 Гц, появляется при силе тока около 1 ампер. Да? То есть вот, например, порог ощутимого тока у детей 0,5 мА, у женщин 0,7 мА, а у мужчин 1 мА. Это пороговое значение ощутимого тока. При превышении порогового значения, например, от 3 до 5 мА, раздражающее действие ощущает уже кисть руки. А если мы увеличим ток, например, от 8 до 10 мА, мышцы всей руки непроизвольно будут сокращаться и будет возникать чувство боли, так как сгибательные мышцы руки значительно мощнее разгибательных. И рука в суставе сгибается, и человек при увеличении тока от 12 до 15 мА, он не может самостоятельно освободиться от зажатого в руке проводника. И поэтому минимальную силу этого тока называют порогом неотпускающего тока, когда человек не может сам самостоятельно оторваться от проводника. И здесь тоже есть порог ощутимого тока для детей. Это 4 мА, для женщин 6 мА, для мужчин 9 мА. Действие электрического тока на человека носит многообразный характер. Проходя через организм человека, электрический ток как раз вызывает термическое действие, электролитическое, биологическое и механическое. Давайте посмотрим термическое действие тока. Оно проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, нервов, мышц, сердца, мозга и других органов. Электролитическое действие тока, оно проявляется в разложении крови и других органических жидкостей организма и вызывает значительное нарушение их физико-химического состава. Биологическое действие проявляется как раздражение и возбуждение живых тканей организма, что сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц, в том числе сердца и легких. В результате могут возникнуть различные нарушения и даже полное прекращение деятельности органов кровообращения и дыхания. И механическое действие. Механическое действие приводит к разрыву тканей. Это многообразие действий электрического тока может привести к двум видам поражений. Первое – это электрические травмы. Электрические травмы – это четко выраженные местные повреждения тканей организма, вызванные воздействием электрического тока. В большинстве случаев электротравмы излечиваются, но иногда при тяжелых ожогах травмы могут привести к гибели человека. И как раз к электрическим травмам относятся электрические ожоги, электрометаллизация кожи и электрические знаки тока. Давайте разберем, что же такое электрический ожог. Электрический ожог – это токовый ожог, обусловленный прохождением тока через тело человека в результате контакта с токоведущей частью, является следствием преобразования электрической энергии в тепловую. Различает несколько степеней ожогов. И тяжесть поражения организма обуславливается не степенью ожога, а площадью обожженной поверхности тела. Далее электрометаллизация кожи. Электрометаллизация кожи – это внедрение в кожу мельчайших частиц, расплавленного под действием тока металла. И электрические знаки тока. Это поражение кожи в виде резко очерченных округлых пятен, которые возникают в местах входа и выхода тока из тела при плотном контакте находящимся под напряжением частями. Поражение электрическим током. Второй вид поражения электрическим током – это электрические удары. Электрические удары – это возбуждение тканей организма под действием тока, которое сопровождается резким, непроизвольным, судорожным сокращением мышц под действием тока, проходящего через человека. В результате могут произойти разрывы сухожилий, кожи,
кровеносных сосудов, нервной ткани. Могут также иметь место вывихи суставов, даже переломы костей. Ну а также поражение внутренних органов, поражение центральной нервной системы. Наиболее часто встречающиеся случаи поражения электрическим током связаны с касанием металлических частей, которые находятся под напряжением питающей сети. И вот главное требование – это сделать изоляция. Да, понять, здесь ключевое слово изоляция. То есть главное требование изоляции – сделать недоступным касание частей аппаратуры, находящихся под высоким напряжением. Для этого прежде всего изолируют части приборов, которые находятся под напряжением друг от друга, а также от корпуса аппаратуры и от контура пациента. А что такое контур пациента? Это электрические цепи, которые находятся в прямом электрическом контакте с телом пациента. Изоляция не обеспечивает полной безопасности. Первое. Сопротивление приборов и аппаратов переменному току не бесконечно, и поэтому существуют токи утечки. Это некоторый ток утечки прибора. Он связан с тем, что изоляция со временем стареет, да, приводит к порче, пробою на корпусе. То есть при порче изоляции, старении высокой влажности воздуха возникает электрическое замыкание внутренних частей аппаратуры между собой и с корпусом. Поэтому существуют другие способы, применяемые отдельно или в сочетании друг с другом. Посмотрите, это, например, изоляция токоведущих частей. Это защитное заземление, защитное зануление, автоматическое защитное отключение, также применение малого напряжения питания, меньше чем 42 вольта, и выравнивание потенциалов. А теперь рассмотрим каждое из этих способов отдельно и более подробно. Защитное заземление. Можно его назвать рабочее заземление. То есть это соединение частей аппарата с землей, необходимое для его нормальной работы, снятие зарядов статического электричества. То есть преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. И целью защитного заземления является понижение напряжения между корпусом и землей до безопасной величины. Защитное зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. При занулении в случае пробоя на корпус возникает короткое замыкание, при котором срабатывает предохранитель или максимальная токовая защита, то есть аппаратура отключается от источника напряжения. Также устройство защитного отключения. Средство защиты, которое обеспечивает автоматическое отключение аварийной установки при превышении токов утечки установленных норм. То есть
допустимые токи утечки. И применяется во всех современных электросетях, конечно, в дополнение к защитному заземлению и занулению. Основные классы электромедицинской аппаратуры. В зависимости от степени защиты основные классы электромедицинской аппаратуры делятся по степени защиты от порождения электрическим током, по способу дополнительной защиты и по возможным последствиям отказа в процессе. Кратко, по степени защиты от поражения электрическим током основной защиты изделия H с нормальной степенью защиты, которая эквивалентна защите бытовых приборов. Изделие B с повышенной степенью защиты, BF – это изделие с повышенной степенью защиты и изолированной рабочей частью. CF – это изделие с наивысшей степенью защиты и изолированной рабочей частью, например, изделия с рабочей частью, имеющие электрический контакт с сердцем человека. Далее, по способу дополнительной защиты делятся на классы. Первый класс – это изделия, у которых кроме основной изоляции предусмотрено совместное подключение питающего напряжения, заземления, зануления, доступных для прикосновения металлических частей. 0,1 – это изделия, которые отличаются от изделия класса первого только тем, что имеют отдельные зажимы или клеммы на доступных для прикосновения металлических частях с целью присоединения их к внешнему заземляющему или зануляющему устройству. Изделия класса 2, кроме основной изоляции, имеют еще и дополнительную, возможно, вместе с основной дополнительной изоляцией, то есть наличие усиленной изоляции. Здесь нет приспособлений для защитного зануления, показан ввод сетевого шнура для изделия этого класса или кабеля. Третий класс – это изделия, которые рассчитаны на питание с изолирующей, изделия, которые рассчитаны на питание от изолированного источника тока с переменным напряжением не более 24 вольт или с постоянным напряжением не более 50 вольт и не имеет внешних или внутренних цепей с более высоким напряжением. Нет приспособлений для защитного заземления. И еще по возможным последствиям отказа в процессе А, Б, В и Г. Об этом мы с вами рассмотрим немножечко подробнее далее. Следующий раздел – это надежность медицинской аппаратуры. Надежность является одним из самых важных показателей современной техники, поскольку от нее зависят такие показатели, как количество, качество, эффективность и безопасность, конечно же. Любая аппаратура, особенно медицинская, она должна нормально функционировать. И устройство, не отвечающее техническим условиям, становится неработоспособным. Врач использует медицинскую аппаратуру. Использующий медицинскую аппаратуру, он должен иметь представление о вероятности отказа эксплуатируемого изделия, то есть о вероятности порчи аппарата или его частей, превышения или понижения допустимых параметров. Поэтому что такое надежность? Это способность изделия не отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации и сохранять свою работоспособность в течение заданного интервала времени. Вопрос надежности аппаратуры очень актуален для медицинских приборов. Почему? Потому что поломка медицинской аппаратуры может привести не только к экономическим потерям, но и также к гибели пациента.
Количественная оценка надежности медицинской аппаратуры имеет вероятностный характер, так как в целом способность медицинских приборов к безотказной работе зависит от многих причин, все из которых учесть практически, конечно, невозможно. И вот первое – это вероятность безотказной работы. Это отношение числа работающих за время Т-приборов к общему числу проверяемых приборов. Эта характеристика оценивает возможность сохранения изделием работоспособности в заданном интервале времени. И представлена на слайде формулой. Следующее – это интенсивность отказов, обозначается буквой лямбда Т. Это отношение числа отказов за некоторый промежуток времени к произведению данного временного интервала на общее число работающих элементов. Здесь есть знак минус. Минус показывает, что число работающих изделий убывает со временем. Следующее у нас дан график функции лямбда от t. Он имеет непостоянный вид и чем-то напоминает временную зависимость параметра, характеризующего смертность среднего человека. На графике зависимости интенсивности отказа от времени есть три области. Первая область – это период приработки, когда проявляются скрытые дефектные элементы изделия, которые возникли в процессе изготовления прибора. И зависимость интенсивности отказа от времени в этот период может быть достаточно большой, быть велика. Вторая область – это период нормальной эксплуатации, где интенсивность отказов сохраняет постоянные значения, и на этот период планируется нормальная эксплуатация аппаратуры. То есть здесь зависимость интенсивности отказа от времени в значительное время может не изменяться. И третья область – это период старения. Интенсивность отказа возрастает благодаря влиянию старения материалов и износа элементов, конечно. Здесь зависимость интенсивности отказа от времени возрастает со временем износа материалов или элементов аппаратуры. Медикам интересно знать, что понятие надежности можно с некоторой долей условно применять и к человеческому организму, рассматривая болезнь как утрату работоспособности, лечение как ремонт, а профилактику как мероприятие, способствующее повышению надежности. Но мы знаем, что организм – это сложная система, и технический, так скажем, в кавычках, подход возможен лишь отчасти. В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации медицинские изделия подразделяются как раз на 4 класса. Первый класс – это класс А. Здесь изделия, отказ которых представляет непосредственную опасность для жизни пациента или персонала. Вероятность безотказной работы изделия этого класса должна быть не менее 0,99. К изделиям этого класса относятся приборы для наблюдения за жизненно важными функциями больного, аппараты искусственного дыхания, кровообращения. Класс надежности Б – это изделия, отказ которых вызывает искажение информации о состоянии организма или окружающей среды, не приводящее к непосредственной опасности для жизни пациента или персонала, либо вызывает необходимость немедленного использования аналогичного по функциональному назначению изделия. Вероятность безотказной работы изделия этого класса должна быть не менее 0,8. К
таким изделиям относятся системы, которые следят за больными, аппараты для стимуляции сердечной деятельности. Изделия класса В, которые снижают эффективность или задерживают лечебно-диагностический процесс в некритических ситуациях, либо повышает нагрузку на медицинский персонал, либо приводит только к материальному ущербу. И к этому классу относится здесь вероятность безотказной работы примерно 0,5. К этому классу относится большая часть диагностической и физиотерапевтической аппаратуры, инструментарий и так далее. А вот изделия класса Г, не содержащие в себе отказоспособных частей электромедицинской аппаратуры, к этому классу не относится. Благодарю вас за внимание.